Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мы будем шить НЛО – незаконченный лоскутный объект. Я знаю, вы рады. Кто-то сказал, хорошо, что не коврик. Уникальная, универсальная вещь. Заготовка, из которой можно сделать все, что угодно. У меня накопились остатки от других проектов. Это хлопчатобумажные ткани. Это наши российские бязь, поплин, перкаль, ситец. Для начала переберем их и по возможности выкроем по шаблонам квадраты. Где не хватает ткани, сделаем треугольники. Узкие полоски откладываем отдельно. Вы уже заметили, что я люблю пополнять свои запасы тканей. Но и расходую, и шью постоянно. На сайте интернет-магазина «Любимый Василек» присмотрела себе ткань для обратной стороны лоскутных изделий. Ну я ж только посмотреть. Одним глазком. Ну совсем чуть-чуть. Ну всего-то 6 метров ткани. А платьишко-то какое красивое. Что? Плечи открыты? Да пожалуйста, я другое могу надеть. Длинное, модное, с капюшоном и длиннющими рукавами, с прорезями для больших пальцев. Что? Как ведьмочка? Ну, на вас не угодишь. Ладно, у меня новый домашний костюм появился. Могу с комфортом и дома посидеть. А это мужской домашний костюм, чтоб не ворчали много. Ага, подкуп должностного лица. Еще скажи, в особо крупном размере, 50-м. А кроме шуток, скоро ведь Новый год, и надо успеть запасаться подарками. Во всяком случае, комплект постельного белья с символом года тигром будет как раз кстати. Я сама тигр, и дочь моя тигренок. А скатерть с новогодними мотивами, смотрите, какая прелесть. Сразу праздником повеяло. Квадраты делаем 21 на 21 сантиметр, 15 на 15, 10,5 на 10,5. Еще есть шаблон 12,5 на 10 сантиметров. Ткань используем по максимуму. Все заготовки рассортируем по размерам. Самое простое – шить вместе 2 треугольника. Складываем детали лицом к лицу, по шаблону намечаем линию шва и прокладываем строчку. Естественно, экономим нитки, время. Шьем сразу гирляндой. Отшитые детали остается только развернуть, отрезать выступающие уголки. Прямоугольники. Складываем попарно, желательно светлую ткань с темной. По шаблону намечаем линии швов и прокладываем 2 строчки. После этого заготовку разрезаем между швами. Получаются 2 детали. Также отрезаем торчащие уголки с деталями 10,5 см на 10,5 см. Работаем немного по-другому. Складываем лицом к лицу, рисуем диагональ. Строчки будем прокладывать на ширину лапки от этой линии. Сначала с одной стороны, потом с другой. Разрез делаем по нарисованной линии между швами. И у нас готовы 2 детали. Детали 15 на 15 сантиметров. Складываем вместе лицевыми сторонами. Строчку прокладываем по периметру на ширину лапки. В начале и в конце каждой стороны обязательно делаем закрепки. И еще длину стежка сделайте маленькой, 2-3 мм. Все это нужно для того, чтобы швы не разъехались. На готовых заготовках рисуем 2 диагонали и разрезаем по ним. Следите, чтобы диагонали пересекались под прямым углом
иначе фокус не получится. Таким образом, получаем сразу 4 детали. С квадратами 21 на 21 сантиметр придется поработать. На них рисуем 2 диагонали, швы будем прокладывать по обе стороны от них. А потом каждую сторону делим пополам. Разрезы делаем по диагонали между швами и по нарисованным линиям. И у нас готовы сразу 8 деталей. Все детали тщательно проутюживаем, швы заглаживаем на сторону темной ткани, чтобы они не просвечивали на лицевой стороне. Заготовок получилось много. Из этого количества можно сшить лоскутное одеяло. И не одно. Я периодически нашиваю такие заготовки и использую по мере надобности. А теперь приступаем к творчеству. Узор собираю, как Бог на душу положит, по вдохновению. А эти кусочки, лоскутики, как пазлы. Ну, вот так вот мне захотелось, чтобы в центре был зеленый цвет. Потом красная рамка, а по краям синие полоски. 6 деталей в ширину, 6 в высоту. А вы можете придумать свой вариант. Захотелось мне собрать такой узор. Сшивать буду своим любимым способом, вертикальными рядами. Сложим вместе детали первой и второй колонки и прошьем. Потом также соединим 3-ю и 4-ю, 5-ю и 6-ю. Шьем сразу гирляндой, нитки не обрываем. Все детали держатся между собой на швах. Перед тем, как продолжить сборку, надо тщательно все проутюжить. Это надо сделать обязательно, иначе потом очень сложно подобраться к швам. Сами понимаете, здесь нужна точность кроя и аккуратность в работе. Остается только сшить эти колонки между собой. Главное, ничего не перепутать. После того, как прошили полотно, его опять проутюжим и будем прошивать, соединять по горизонтали. Еще один момент. Обратите внимание на швы. Заутюживать их лучше в разные стороны, чтобы было соединение замочком. Готовим сэндвич. Бязь для обратной стороны, потом синтепон, а сверху нашу красивую лоскутную часть. Бязь и синтепон должны быть на пару сантиметров больше лоскутного верха. Сэндвич тщательно сколем булавочками, английскими или специальными для квилтинга. А стежку будем делать самую простую. Начнем с центра. Прошивать сэндвич будем по диагоналям. Сами понимаете, что косые срезы самые уязвимые, и именно в этих местах ткани легче всего расползаются. Мне не хочется делать очень густую стежку, приминать синтепон. Надо сохранить объем и мягкость. Заметила, что когда работаю с яркими тканями, улучшается настроение. Когда все простегано, остается только подровнять края, обрезать все лишнее. У меня получилась замечательная, яркая, веселая заготовка. Размер 50 на 50 сантиметров. Что это будет? Пока еще только НЛО, незаконченный лоскутный объект. Недавно из таких заготовок я шила салфетку, одеялко для укрывания пирогов. После того, как пирог достаем из духовки, мы его закрываем листами бумаги, потом полотенцем, а сверху таким одеялком. И потом пирог минут 40 отдыхает. За это время он становится мягким и сочным. Еще хорошо такие заготовки иметь про запас. Если нужен срочный подарок, можно легко сделать декоративную подушку.
Я дала вам идею, но сама пока отложу эту заготовку. Тем более деталей еще очень много. Есть где развернуться. Есть у меня задумки. Следите за новостями на канале. Ставьте классы. Пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!